Всем привет и доброе утро. Сегодня у меня просто ужасное настроение, потому что нам не дали поспать. В 2 часа ночи у нас врубилась пожарная сигнализация. И, наверное, час или 1,5 часа даже она просто трубила на всю. Я уже так устала от этого. Саша поехал на работу, тоже весь не выспавшийся. Еще у нас и с утра начали сверлить. Вот о чем я говорю. Вот минусы новых домов. Мне кажется, у меня даже видны синяки под глазами. Это было ужасно. И причем еще она орет безумно сильно. Уже не знаешь, что делать просто. Папа и так отсоединил провода. Сейчас покажу. Вот. То есть мы слышим ее только из коридора аж, но слышно все равно настолько сильно, что спать почти невозможно. Собственно, вот. Сегодня я буду с синяками под глазами. Надеюсь, вас это не будет смущать. Я ненавижу соседей, которые сверлят. И сейчас, между прочим, 10 утра. Могли бы попозже начать хотя бы. Но я проснулась в 7. Потому что мне нужно было приготовить Саше завтрак, погладить рубашку, штаны ему и так далее. Но они уже начали сверлить, как бы. Короче, ладно. Начинаем новый день. Я запустила убираться своего самого главного помощника. Робот-пылесос – это просто спасение. Так с ним классно и удобно, он по максимуму облегчает жизнь. Еще можно нацепить насадочку, и он будет даже пол мыть. Но единственное, что на ковры с этой тряпкой он тоже заезжает. Но если следить, ничего страшного. Так что все, мой помощничек поехал убираться. Я помылась, и знаете, что я больше всего обожаю делать после душа? Это брызгать лицо термальной водичкой. Это такой кайф, особенно в жару. Правда, у нас сейчас уже сегодня не так жарко, как в предыдущие дни. Но все равно не изменяю традиции. Ой, извините, так сказать. Вот, когда высыхает, уже наношу тоник, потом сыворотку, а потом крем. У меня тут уже накопилось 2 больших пакета на переработку пластика, потому что мы очень много пьем, у нас тут целые запасы стоят. А еще мои соседи все сверлят, я уже не могу их слушать. В общем-то, я придремалась сейчас на полчасика, и соседи начали нас сверливать, что-то там сверлить. Конечно же, я проснулась, так и не доспала, но синяки уже не такие под глазами. Вот, пойду сейчас вот это все относить на переработку пластика. Такой вот шопер у меня модный. Делайте добро, берегите природу. И все будет у вас в жизни просто супер. Потому что кто, если не мы, правильно? Все, я пошла. А на улице сегодня довольно-таки ветрено, прохладно, пасмурно. Мне кажется, вообще был дождь. Но я не уверена, но что-то все мокрое такое. Главное, чтобы не полил, пока я иду, потому что я не брала зонт. Это так выглядит страшно и ненадежно, хоть я иду достаточно далеко, но боюсь, что эта штука на меня свалится. У нас тут вовсю стройка продолжается. Еще одного дома. Вообще стройка, мне кажется, это довольно-таки страшно. Капает небольшой дождик, вот можно по асфальту увидеть. Как хорошо, что я не взяла камеру, иначе бы я ее сейчас всю намочила. Но я надеюсь, что он быстро закончится сейчас. И пока я буду в магазине, закончится, а потом я нормально дойду домой. Лично я всегда сдаю бутылки на переработку. Вот в глобусе. Сейчас покажу вам фондомат, который их принимает. Вот так он выглядит. И сдать бутылки очень легко. Просто берете, кидаете сюда.
Она там крутится, читается штрих-код, и все, она принята. Я уже вышла из магазина, по мелочи купила продуктов, типа хлеба, йогуртов. А дождь-то все идет, поэтому буду бежать домой. Сейчас я вам покажу, что умеет мой домофон. Вот, ключи в руке. Подхожу к подъезду. Вот. Домофон. И все, представляете? Нам установили Face ID. Аж 2 раза открыла. Face ID установили в домофоне, и теперь можно просто подходить, показывать свое лицо, и все, он тебя пропустит. Прикольно же. Вечно ломается вот эта вот штука от кольцевой лампы. А именно, когда телефон ставлю, вот это отлетает. Я купила клей Момент. И сейчас буду стараться починить, потому что все же иногда я снимаю на телефон, даже с появлением камеры. Иногда мне проще снять на телефон. Вот. Она мне нужна. И, кстати, я так посмотрела, туда еще можно присоединять и камеру прикручивать. То есть у меня будет не только вот этот маленький штативчик, на который я сейчас снимаю, его можно как селфи-палку использовать, все такое, но еще и вот эта большая кольцевая, например, можно будет для страшных историй, которые не в новом формате, я там под сюжет подбираю видео, а где я сажусь перед камерой, болтаю, или для каких-то разговорных видосов. Господи, у меня трясутся руки, во-первых, потому что уже вылилось как-то слишком много, я так даже не рассчитывала. Надо это туда залить. Мои соседи все никак не могут успокоиться с ремонтом в пятницу. Так. Надеюсь, что будет нормально держаться. Я уже, кстати, вторую такую штуку ломаю. Не знаю, как это у меня так выходит. Ну все, буду ждать, пока засохнет. А я к вам с классными новостями. Кажется, я скоро иду учиться в автошколу. Кто не знает, у меня еще нет прав, но есть там минимальные навыки вождения. Меня там папа учил, Саша. В общем-то, я поняла, что пока у меня есть время вот это летнее, нужно как-то с пользой его провести, и можно пойти учиться в автошколу. Я села в интернет, залезла, короче, начала искать разные автошколы и нашла достаточно выгодное предложение, где можно отучиться. Очень классно, по хорошей цене. Блин, если честно, мне так хочется. Я сейчас позвонила маме, все это с ней обсудить. Вот, и она не против. У меня нет слов. Почему мои желания в последнее время так сбываются? Помните, я в карте желаний там указывала, что я бы хотела иметь свою машину и все такое. И тут выпадает шанс так хорошо отучиться в автошколе. У меня будет 10 практических занятий с инструктором по вождению. Правда, скорее всего, теория будет дистанционно, онлайн. Я буду подключаться там на сайте к вебинару. И преподаватель будет рассказывать теорию. И в конце урока будет возможность задать какие-то свои вопросы и все такое. Плюсы в том, что можно это делать абсолютно из любой точки. То есть я не буду привязана, например, к Москве. Вот, ну, а вождение я тоже буду, конечно же, ставить в то время и в те дни, когда мне будет удобно. Ох, я, если честно, в полном шоке. И, скорее всего, конечно, мы будем обсуждать это с родителями, когда они приедут сюда. Нужно будет съездить в офис. Кстати, это не так далеко от моего дома, чтобы там еще раз все обсудить с самой автошколой и оплатить. Так что буду держать вас в курсе. Мне кажется, если я пойду учиться, будет достаточно интересный контент. Я знаю, многие хотят водить машину. Ну, кому-то еще там нет 18, кто-то, как и я, никак не мог решиться пойти учиться. Но права на самом деле в нашем мире очень важны, нужны. И
это безумно круто, что есть такая возможность сейчас пойти в автошколу, пока лето, пока там все не очень с графиком забито. И, если честно, я безумно рада. Мне прям не верится, что такая моя еще одна мечта может осуществиться уже совсем скоро. Вот. Напишите, кстати, в комментариях, у кого из вас есть права, кто уже отучился в автошколе, как у вас все это проходило и так далее. Мне будет очень интересно почитать ваш опыт обучения или, может, там ваших друзей, знакомых или родственников. Ой, в общем, вот так. Поделилась с вами своей радостью. Погода, кстати, уже улучшилась. Только посмотрите, какое ясное небо, не считая каких-то непонятных вот этих тучек. Класс вообще. Детишек много гуляет. У нас такой красивый двор, я всегда смотрю на него и кайфую. Кстати, я живу на 3-м этаже. Вообще невысоко, и мне это даже нравится. Фокус куда-то пропал. Можно наблюдать за всей обстановкой во дворе. Кстати, из-за того, что у нас очень часто срабатывает ложно-пожарная сигнализация, я уже тут разработала план побега, что можно спуститься вот по этим штучкам для кондиционеров. Когда нам вон там устанавливали кондиционер, а где он, интересно? А, вон он висит. Вот, они прям лестницу ставили на нижний кондиционер и залезали вот так наверх. Так что они прочные наверняка. Если что, можно будет слезть. Вот это я голова, конечно. Саша пришел с работы, а моя мама купила нам креветочек. Они абсолютно все с икрой, отборные, очень вкусненькие, наверное. Сейчас буду варить и будем их кушать. Только посмотрите, какие вкусняшки варятся. Их, кстати, оказалось достаточно много. Я думала, их будет меньше. А они прям на целую кастрюлю, точнее. Сковородку хотела сказать. Вот такие красавчики сварились. Хочу сказать, что мы объелись. Правда, Сашу я еще дополнительно покормила, а сама просто вот так креветками объелась. Хоть их на вид не так много, но они какие-то прям сытные оказались. Сейчас буду чистить зубки и уже ложиться спать. Вот, сегодня был достаточно такой ленивый день, если можно так сказать. Скоро новую пасту, что нет? Додавлю, завтра уже возьму новую. Ой, вот. Завтра предвещается очень интересная доставочка. Ну, это вы уже увидите в завтрашнем влоге. Надеюсь, вам понравится и вам будет интересно, как потом мы будем пользоваться этой вещью. Но это даже не совсем вещь. Это кое-что очень необычное. Все. Всем до завтра. Всех люблю, целую и обнимаю. Надеюсь, вам понравился этот влог. Если да, то ставьте пальцы вверх под этим видео. У меня упала паста. Вот, все. Мне спокойной ночи. Вам, скорее всего, хорошего дня. Все, еще раз всем пока.